Есть растение, которое многие считают обычным сорняком. Оно растет на пустырях, вдоль дорог, на сухих полях и иногда даже появляется само по себе в садах. Люди стараются быстрее вырвать его из земли, потому что оно колючее, жесткое и кажется совершенно бесполезным. Но мало кто знает, что это растение на протяжении многих веков считалось одним из самых сильных природных помощников для печени. Его использовали лекари древнего мира, его применяли монахи средневековой Европы, а сегодня его изучают современные ученые. Речь идет о чертополохе, колючем растении, которое на самом деле скрывает удивительные свойства. Чертополох – это общее народное название группы растений из семейства астровых. Самый известный и изученный представитель – расторопша пятнистая. Это высокое растение с мощным стеблем, крупными листьями с острыми зубцами и яркими пурпурными цветками, похожими на небольшие колючие короны. Иногда растение достигает высоты более метра. Оно удивительно выносливое и способно расти там, где многие другие растения просто не выживают. На сухих почвах, каменистых склонах, пустырях и даже на обочинах дорог. Его корни уходят глубоко в землю и помогают добывать влагу и питательные вещества из бедной почвы. Но главная ценность этого растения скрывается не в его колючках и даже не в цветках. Самое ценное – это его семена. Именно в них содержится особый комплекс веществ, который называется силимарин. Это природное соединение, которое обладает мощными антиоксидантными свойствами. Силимарин известен тем, что помогает защищать клетки печени и поддерживать их нормальную работу. Печень – один из самых важных органов нашего организма. Она выполняет огромное количество функций. Печень очищает кровь от токсинов, участвует в обмене веществ, помогает переваривать жиры, синтезирует важные протеины и хранит запасы энергии. Каждый день через печень проходят различные вещества, которые поступают с пищей, лекарствами и окружающей средой. Поэтому поддержка здоровья печени всегда была важной задачей как для народной медицины, так и для современной науки. Расторопша и другие виды чертополоха издавна использовались для этой цели. Считается, что вещества, содержащиеся в семенах растения, помогают защищать клетки печени от повреждений и поддерживают процессы их восстановления. Именно поэтому чертополох часто называют одним из самых известных природных помощников печени. Помимо этого, растение обладает и другими полезными свойствами. Оно содержит антиоксиданты, которые помогают бороться со свободными радикалами. Свободные радикалы – это нестабильные молекулы, которые могут повреждать клетки организма и ускорять процесс старения. Антиоксиданты помогают уменьшать этот процесс и поддерживать защитные системы организма. Также считается, что чертополох может поддерживать пищеварение. В народной медицине его применяли для улучшения выработки желчи. Желчь играет важную роль в переваривании жирной пищи и в работе желудочно-кишечного тракта. Поэтому растения, стимулирующие ее выработку, всегда ценились в традиционных лечебных системах. Некоторые исследования также изучают влияние расторопши на обмен веществ и уровень сахара в крови. Ученые продолжают исследовать эти свойства, чтобы лучше понять механизмы действия растения. В народной медицине разных стран чертополох применяли довольно широко. Чаще всего использовали семена растения. Их высушивали и измельчали в порошок. Такой порошок принимали небольшими порциями. Считалось, что он помогает поддерживать здоровье печени и улучшает пищеварение. Иногда из семян готовили настой. Для этого их заливали горячей водой и настаивали некоторое время. Полученный напиток употребляли небольшими порциями, такой настой считался мягким средством для поддержания работы организма. Еще одним распространенным продуктом является масло расторопши. Его получают из семян растения. Это масло содержит полезные жирные кислоты и биологически активные вещества. В традиционной практике его применяли как для поддержки внутренних органов, так и для ухода за кожей. Интерес к расторопше со стороны науки появился особенно активно в середине XX века. Именно тогда исследователи смогли выделить из растения комплекс веществ, который получил название силимарин.
С тех пор было проведено множество исследований, посвященных изучению его свойств. Ученые обнаружили, что силимарин обладает антиоксидантным действием и способен защищать клетки печени от повреждений. Также было установлено, что он может снижать воспалительные процессы и поддерживать нормальную функцию клеток печени. Именно поэтому в некоторых странах препараты на основе расторопши применяются как часть комплексной поддержки при заболеваниях печени. При этом специалисты подчеркивают, что любые растительные средства должны использоваться разумно и не заменяют медицинскую помощь. История этого растения также очень интересна. В средневековой Европе чертополох считали защитным растением. Люди верили, что его колючки способны отпугивать злых духов и болезни. Иногда ветки растения даже вешали над входом в дом, считая, что оно защищает жилище. С чертополохом связана и известная легенда из истории Шотландии. Согласно преданию, однажды ночью вражеская армия пыталась незаметно подойти к лагерю шотландских воинов. Один из нападавших наступил босой ногой на колючий чертополох и закричал от боли. Этот крик разбудил спящих воинов, и нападение было предотвращено. После этого чертополох стал символом защиты и был выбран национальным символом Шотландии. Его изображение можно увидеть на гербах и старинных монетах. Сегодня чертополох можно встретить во многих регионах мира. Он растет в Европе, на Кавказе, в Азии и в Северной Африке. Его можно увидеть на лугах, заброшенных полях, вдоль дорог и на солнечных склонах. Иногда он появляется сам по себе в садах, и многие люди принимают его за обычный сорняк. Но именно такие растения иногда оказываются удивительно ценными. Природа часто прячет свои самые интересные свойства в самых неприметных формах. Важно помнить, что среди разных видов чертополоха наиболее изученным и используемым является расторопша пятнистая. Поэтому перед использованием растений всегда важно правильно определить вид. Также необходимо помнить, что любые травы требуют осторожного и разумного подхода. Иногда самые удивительные растения находятся прямо рядом с нами. Мы проходим мимо них каждый день и даже не замечаем. Мы считаем их сорняками и стараемся избавиться от них как можно быстрее. Но природа часто скрывает в таких растениях огромную силу. Чертополох – одно из таких растений. Колючий, суровый и на первый взгляд неприметный. Но внутри него скрывается целый мир биологически активных веществ, интересной истории и многовекового опыта народной медицины. Возможно, именно поэтому природа сделала его таким защищенным. Иногда самые ценные растения имеют колючки. Если вам интересны такие редкие и удивительные растения, которые веками использовались людьми, поддержите это видео, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Здесь мы разбираем необычные растения, их свойства, историю и научные исследования. И вполне возможно, что следующее растение, о котором мы расскажем, окажется еще более удивительным.